Друзья, всем большущий привет! Скорее всего, у каждого дачника есть мотокоса. Без этого инструмента просто не представляется дачный быт. Ну и, наверное, каждый хочет, чтобы его инструмент работал исправно долгие годы. Сейчас я покажу вам несколько манипуляций, которые продлят жизнь вашему триммеру. Обслуживать чистый инструмент всегда приятнее, поэтому я немного ополосну свой триммер. Кстати, служит он мне уже 4-й год. Поделитесь в комментариях, а сколько лет вашим косам. Вот так-то лучше. Теперь я выкручиваю два шестигранника, держащих редуктор, и снимаю его. Редуктор необходимо смазать, а именно заполнить его смазкой. На первый взгляд может показаться, что смазка там достаточно, но это не так. Для смазки предусмотрено отверстие на корпусе редуктора, а оно может быть заглушено шестигранником или, как в моем случае, тавотницей. Тавотница позволяет использовать шприц для смазки, но его под рукой нету, поэтому просто выкручиваю ее и все. Смазку я использую Шрус 4 с молибденом. Наконечник тюбика не позволяет сразу использовать смазку, поэтому воспользуюсь обыкновенным медицинским шприцом. Заполняю шприц смазкой и затем заполняю редуктор. Как только смазка пошла со стороны шлицевой, значит достаточно. На этом месте обслуживать многие заканчивают. Однако у триммера есть еще вал, который очень длинный и тоже нуждается в смазке. Вал в корпусе триммера держится за счет втулок, внутри которых он проходит. При отсутствии смазки вал вовнутри втулки вращается на сухую, тем самым разбивая втулку. И как следствие появляется очень сильная вибрация, которая с каждым разом будет только расти. Поэтому вал тоже нуждается в смазке. Я использую ту же смазку, наношу на вал и распределяю пальцем. В корпусе верхнего редуктора находится подшипник закрытого типа, который рассчитан на длительный срок службы, поэтому смазки шлицевой будет достаточно. Вот так вот очень легко обслуживается приводная часть. Ну и не забываем, конечно же, про фильтра. Это воздушный и топливный. Воздушный фильтр я промываю 2 раза за сезон, чего и вам советую. Ведь не хочется из-за такого пустяка приговорить поршневую. Ну и не забывайте, конечно же, про приготовление правильной топливной смеси с использованием качественного масла. Друзья, вот интересно, а кто-нибудь пользуется маслом из светофора? Расскажите, как оно себя ведет. С нынешними ценами, я думаю, многие присматриваются к такому маслу. Ваш опыт будет очень полезен. Друзья, вот такой вот получился выпуск. Поддержите лайком, поделитесь в комментариях своим мнением, кто что думает по поводу такого обслуживания. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.